13 марта 2023 года организация Wildlife Works получила экстренное сообщение из деревни Маунгу, расположенной в экосистеме Цаво, Кения. Местные жители очень рано заметили стадо слонов, собравшихся вокруг открытого канализационного люка на водопроводе Мзима-Спрингс, и их поведение становилось все более беспокойным. Когда спасательная команда приблизилась, они увидели невероятное зрелище. Заглянув в небольшой люк, они увидели лишь крошечную головку слоненка, торчащую наружу. Остальная часть тела слона оказалась заперта внутри, не в силах пошевелиться в тесном, темном пространстве. Трубопровод Мзима-Спрингс является основной линией водоснабжения портового города Момбаса, и местные жители часто открывают люки, чтобы получить доступ к воде для своих повседневных нужд. Команда Кенийской службы охраны дикой природы, KWS, была немедленно уведомлена, и вертолет фонда Sheldrick Wildlife Trust вылетел напрямую из Найроби в Маунгу для проведения спасательной операции. Детеныша слоненка назвали Натибу. Это имя в переводе суахили означает «счастливчик». Когда спасательная команда вытащила Натибу из канализационного люка, слоненку было всего несколько недель от роду, и он был совершенно измучен после нескольких часов, проведенных в ловушке. Натибу немедленно посадили на вертолет и доставили в питомник для новорожденных Калуку, принадлежащий фонду Sheldrick Wildlife Trust в Цаво. Сотрудники службы по уходу за слонятами работали круглосуточно, кормя Натибу специальной смесью, приготовленной из лактогена и кокосового масла, единственной смесью, которая могла помочь новорожденному слоненку выжить. Каждый из смотрителей по очереди спит рядом с Натибу в вольере, так как осиротевшего слоненка нельзя оставлять одного в темноте, иначе он запаникует. Поначалу Натибу с трудом приходил в себя психологически. Воспоминание о том, как он оказался в ловушке в темном канализационном люке, часто вызывало у слоненка панику и заставляло его съеживаться. Потребовались недели терпеливых усилий, чтобы постепенно помочь Натибу вернуть уверенность в себе, начать ходить и исследовать окружающий мир. В апреле 2023 года Натибу впервые встретил Тато, еще одного слоненка из Калуку, которого дикое стадо передало на станцию в апреле 2022 года. Два слоненка быстро стали неразлучными друзьями, вместе принимали грязевые ванны, кормились молоком, бегали и играли по территории лагеря. В августе 2023 года был спасен еще один новорожденный слоненок по кличке Мвинзи, и все трое стали знаменитым трио Калуку. В найробийском питомнике дикой природы, принадлежащем фонду Sheldrick Wildlife Trust, сотни туристов ежедневно выстраиваются в очередь с 11 часов до 12 часов, чтобы навестить осиротевших слонят. Дети со всего мира были в полном восторге. Многие малыши, впервые увидев слоненка, пьющего молоко из гигантской бутылки, без остановки ликовали и хлопали в ладоши. Слонята выбегают на игровую площадку, играют в лужах прямо на глазах у туристов, время от времени подходят к ограждению, чтобы понаблюдать, и вытягивают хоботы, чтобы исследовать окрестности. Старшие смотрители встают и рассказывают туристам историю спасения каждого слона, в то время как маленькие дети толкаются, пытаясь занять более удобное место для обзора. Входная плата, взимаемая с каждого посетителя, направляется непосредственно на кормление и уход за осиротевшими слонятами, такими как Натибу. 19 мая 2024 года, после более чем года реабилитации в Калуку, Натибу и его близкий друг Тато переехали на реинтеграционный центр Итумба в национальном парке Цаво-Ист. Это следующий этап в долгом пути, в ходе которого молодые слоны постепенно заново учатся жить в дикой природе с другими стадами. На сегодняшний день благотворительный фонд Sheldrick Wildlife Trust успешно спас и выпустил обратно в дикую природу более 320 осиротевших слонов в Кении. Только из-за трубопровода Мзима-Спрингс за последние десятилетия неоднократно случались случаи падения слонят в канализационные люки, поскольку крышки люков часто снимают или оставляют открытыми. Натибу – один из десятков слонов, которым посчастливилось быть обнаруженными и спасенными в последний момент, прежде чем стало слишком поздно.
История Натибу служит напоминанием о том, что иногда простого предупреждения местного жителя на рассвете достаточно, чтобы изменить судьбу крошечной жизни. И каждый посетитель, каждый ребенок, приходящий сегодня в слоновий заповедник в Найроби, не просто видит слонов. Он вносит непосредственный вклад в воспитание следующего поколения слонов для Африки.